Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. На Московский? Да, на Московский. А я вас знаю. Вы мой сосед. Ну да, я живу здесь. Да, посмотрю ваш канал. Прямо знаю, что вы блогер. Хороший контент. Спасибо. Вот. Тема с Аней, правда, не очень для меня понятна. Как-то странно все очень. Такая вроде зрелая женщина, а вы в самом соку. На старость бросаетесь. Ну, почему на старость бросаю? Ну, просто мне понравилось с ней общаться, и пока все неплохо, а что? Ну, вроде молодой парень, и она уже взрослая такая, можно ведь девушек помоложе себе завести. Не заводится. Ну, не знаю, надо стараться, мне кажется. Вот, вы снимаете? Да, запись идет. Я бы предложила свою кандидатуру, но только с парнем еще не рассталась. Вы не выкладываете только или лицо хотя бы замажете? Ну, в процессе расставания я бы не против была бы с вами потусить. Да помоложе они. Так, стоп. Это все очень неожиданно. Сегодня такие предложения. Ну, нет, лицо-то я замазать могу и голос изменить могу, чтобы вас там не подставлять ни в коем случае. Но на самом деле ситуация-то немножко в другом. Я вот только-только начал как бы отношения с Аней, и мне как-то... Нет, к вам претензий нет, вы очень неэффектно выглядите. Я бы сказал, даже более чем эффектно. И я буду, мне кажется, очень сильно плохим мальчиком, если я вдруг вот сейчас как-то закончу отношения с Аней вдруг, и мы начнем как-то их с кем-то другим. Я начну с кем-то. Я вообще, на самом деле, немножко... Не, мне приятно, вы не поймите только неправильно, мне очень приятно, и вы очень... Я уже сказал, да, это? Что-то я разнервничался прямо. Я не заставляю вас принимать спешных решений, мы с вами соседи, я думаю, не последний раз видимся. Если вдруг с Аней не срастется, то, я думаю, сможем увидеться. Довезете меня тогда хотя бы до места? До места-то я вас довезу, это моя работа, я уже думаю немножко о другом, но... Вы думаете. У вас есть время подумать. А вы когда с мужчиной со своим заканчиваете отношения? Ну, если вы мне дадите какую-то надежду, я думаю, они закончатся очень быстро. Это как-то все... Ну, смотрите, у меня... Блин, я не знаю как. Ну, с одной стороны, я буду выглядеть не в очень красивом свете, если я сейчас скажу: да, давайте обменяемся телефонами, и на крайняк, если у меня с Аней не срастется, я с вами закручу. А с другой стороны, ну это же жизнь, а такое же действительно может случиться. Ну, конечно, может. Я не прошу вас принимать поспешных решений. Если мы с вами пересечемся еще раз, то это точно будет судьба. Верите в судьбу? Теперь даже не знаю. Ну, давайте так, спокойно, мне надо выдохнуть. Мне нужно подумать, хотя бы сейчас, да. Я сейчас включу какую-нибудь музыку, и мы просто пока поедем, хорошо? Хорошо, договорились. Ну, а скажите, вы помимо такси и блогерства еще чем-то увлекаетесь, занимаетесь? Или это основная ваша деятельность? Ну, я блогер, таксист и подключашка. В смысле подключашка? Что это такое? Ну, да, это на сленге. Ну, то есть я подключаю к сервисам такси. Подключаем людей, кто хочет работать в такси по всей России. То есть если я захочу работать в такси, я могу через вас подключиться к этому парку, правильно? Это я так просто спрашиваю, чтобы понятнее было. Ну, смотрите, есть агрегаторы, да? Что такое агрегаторы? Ну, вот Яндекс и сейчас Болт еще у нас, правильно? Наверное, я не знаю. Ну, вот такие агрегаторы, приложения, через которые можно заказать себе такси. Вот, они называются Яндекс, вы же по Яндексу сейчас едете? Да. И Болт. Я только сам пользуюсь, поэтому я про других не знаю. Ну, мой парк, он представлен во всех городах России. Я работаю со своими партнерами по всей России. То есть мы
любого человека из любого там, где есть эти агрегаторы представлены на этой площадке, в этом регионе, мы их, соответственно, спокойно подключаем и даем, в общем-то, неплохие условия. Вот. Я, может, даже сказал, ну, сейчас мне нужно немножко так подхорохориться. Лучшие условия даем. Лучшие условия, да. Лучшие условия даем. Прям завидный жених, я смотрю, и блогер, и таксует, и подключает. Ну, Вот мне привалило, да? ну подождите, пока еще не привалило. Вы так уже вперед забежали, девушка, пока не привалило. Ладно, я шучу. У меня специфическое чувство юмора, не обращайте внимания. Ой, Евгений, скажите, пожалуйста, мы можем развернуться? Забыли что-то? Да, я забыла, что у меня подтекает шланг у машины стиральной. И я ее включила, и надо подняться ее выключить. Я боюсь, что она просто затопит соседей. Вы только сейчас об этом вспомнили? Да, я сейчас об этом вспомнила, к сожалению. Ну, это не проблема. Ну вы не классическая блондинка, да, если что? Это просто у вас так произошло, да? Да, так произошло. Она просто недавно сломалась, и я, не подумав, включила, думаю, она протирает, и я приеду, завтра развешу. А сейчас понимаю, что я могу завтра приехать и черпать воду у соседей снизу. А чего же вы ее не почините? Я вам говорила, что мы в процессе расставания с моим молодым человеком. Мы сейчас уже не живем вместе, я живу одна. Вот, и у меня все не получается никак вызвать мастера, потому что много работы. Вы не рукастый парень у нас. Может, вы помимо таксиста, блогера и подключения еще и машинки стиральные чинить умеете? Вы это серьезно, да, сейчас спрашиваете? Ну да. Ну, я даже не знаю. Нет, есть фраза, что талантливый человек талантлив во всем, но, возможно, это не мой случай. Ну, смотрите, что я знаю про стиральную машинку. Я подключал сам стиральную машинку пару раз. Там ничего сложного нет, да, вот именно с системой привода воды и слива воды. То есть вот в этом я посмотреть могу. Может, где дырка в шланге, или, может быть, там... У меня был один раз, мне ребята неправильно подключили машинку. Как можно машинку подключить неправильно? Вот это я задал им вопрос, на что они мне не смогли ответить внятно. Ну вот, наверное, они новенькие. Это приезжие ребята, ничего не хочу сказать, но не местные, не россияне. Ну вот они, к сожалению, вот так сделали. И ну, по крайней мере, то, что вы сказали, что вы знаете о стиральных машинах, это в 20 тысяч раз больше, чем знаю о них я. Поэтому, может быть, есть шанс, что вы мне ее почините. Если надо будет, я заплачу. Так а мне ваш парень-то голову не проломит сейчас дома или что? Не живем вместе. Ну, платить-то мне не надо, конечно, я зайти-то могу. Единственное, что у меня работа, я там сильно долго-то не буду там задерживаться. Единственное, что, может быть, тогда мне кофе нальете? Кофе нету. Есть чай. Чай пьете? Есть 4 вида чая. 4. А соль у вас есть случайно? Нет у вас соли случайно? Соль-то здесь при чем? Вы чай с солью пьете? Ну, это я так вспомнил. Это ваше специфическое чувство юмора? Это мое специфическое чувство юмора, да. Ну, просто, знаете, вы моя соседка, я пошел за солью. Ну да, это смешно. Раньше за спичками ходили еще в советские времена, но сейчас как бы практически у всех плиты электрические. В советские времена за спичками ходили? Ну, типа, да, такая. Блин, типа, пошел к соседке за жила в спичками. советские времена, поэтому не знаю, кому зачем ходить. Понятно. То я слышала. Не, ну, в советские времена я тоже еще не ходил, потому что был мелковат для того, чтобы ходить к соседкам. Как бы по этому поводу, поэтому я просто знаю этот фольклор и все. Не, ну, смотрите, на самом деле все, конечно, неплохо, но как-то это в преддверии наших предыдущих разговорах о том, что вы, скажем, я вам симпатичен, и на самом ли деле там машинка работает? Нет, серьезно, конечно, зачем я? Ну, зачем вам, я могу ответить на этот вопрос? Я вижу, что вы обратили внимание, что я достаточно прямолинейный человек и не привыкла жевать резину и переливать из пустого в порожнее. Да, вы симпатичны мне. Это однозначно. Я вам об этом уже сказала. Могу еще раз повторить. Вот. Но то, что машинка сломалась, действительно так. Я просто очень много работаю и не могу никак вызвать мастера. Когда мастер может, я не могу. Ну, то есть вы не из тех, скажем, женщин, которые, вот я сейчас приду, да, а вы там на мне что-нибудь порвете с криками «машинка починилась» и
все остальное. Нет, я, может, фантазирую, но, блин, я в последнее время становлюсь большим скептиком. То есть я, не то чтобы я не доверял женщинам, ну, как бы это вот такой вопрос просто, ну, то есть давайте так, хорошо, много говорю. Мы приходим, если машинки там нет, или она не работает, или с ней все в порядке, то, соответственно, я буду считать, что вы меня чуть-чуть обманули. Да нет, я вообще, в принципе, не обманываю людей. И я повторюсь, я достаточно прямолинейный человек. Все, хорошо. Как есть Хорошо, всё. мы поднимемся, но вы обещаете Набрасываться на вас я не себя буду, держать в нет. руках. И я обещаю себя держать в Хорошо, руках. Я человек прямолинейный, но не маньяк. А вам ничего, что незнакомый? Хотя какой незнакомый? Да, Я ну, как бы полгорода знает уже. Полгорода Да. вас загадываю, что ничего. Ну, если что, я так тете написала, что с таким-то пошла машинку чинить. Вот. Ну, это такая страховочка, может быть, вы маньяк. Откуда я знаю? Я ничего не видел, что вы писали, так что не надо меня обманывать. Вы меня уже чуть-чуть как бы это моё припудрили. специфическое чувство юмора. Я все никак не могу к нему Вам просто нужно подольше со мной пообщаться. подольше с вами пообщаться. Ну, Да. Я думаю, что вы привыкнете к моему чувству юмора. я уже чуть не забыл, откуда мы приехали. Правильно еду, правильно Да, здесь налево? да, там, всё верно, конечно. Я просто чуть-чуть нервничаю. Я ни разу еще не ходил Чинить чинить машинку? машинки, да. Ну, все когда-то бывает первый раз. Я где-то слышал эту фразу. Я надеюсь, в вашем контексте. Честно говоря, не очень, но я даже уже не помню. Да, вот это приключение. Прям как «Три мушкетера» и «Д'Артаньян». Ну, что друзьям рассказать? Друзья посмотрят, да, увидят, наверное, мои приключения. Но, как я и говорил, я вас не подставлю. Лицо и голос изменим, хорошо? Конечно. Я, в принципе, не скрываюсь ни от кого, но не хотелось бы быть известной на весь Санкт-Петербург и Ленобласть. Я могу здесь припарковаться, Да, да, да. мы так обойдем, Да, да? конечно. Что это, не знаю, там есть места или нет. Ну что, идем чинить машинку? Выходите, сейчас. Хорошо. Ваш день. Только не уезжайте никуда. Если бы была мгновенная обратная связь, скажите, друзья мои, стоит мне брать средства индивидуальной защиты или нет? Аня, прости меня, но я только машинку починить. Вот исключительно только машинку посмотреть. Обещаю, если мне что-то будут показывать, я вот так вот, вот так вот закрою глаза и скажу: не смотрю, не смотрю, не смотрю. Не смотрю. Но... Так, мне уже машут. Понятное дело, что походу мы обменяемся телефонами, и мне нужно понять. Дайте мне обратную связь, друзья мои. Мне... Что делать мне? Просто реально девчонка прикольная. А с Аней-то что делать? У меня послезавтра у меня встреча с Аней. И что мне делать-то с ней в итоге? Что делать с этой? Короче, я что-то вообще запутался. То ни одной женщины под рукой, то сразу куча. Так всегда бывает, да? И как с бабками тоже. Либо ты сидишь, доширак ешь, либо омаров всем, шампанского всем. Иду. Пишите в комменты, ставьте лайки. Я, между прочим, ради вас иду только практически. Просто посмотреть. Просто посмотреть.